Планшет на 11,5 дюйма с IPS-экраном с 2К разрешением, частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 685, металлическим корпусом, стильным дизайном, 6 стереодинамиками, аккумулятором на 7250 мАч, операционной системой Magic UI версии 7.1 на базе Android 13 версии, многооконным режимом, большим количеством различных технологий для комфортного использования планшета. И обо всем этом я прочел в рекламе к планшету под названием Honor Pad X9. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Полетели. Распаковка. Поставляется этот планшет в белой упаковке из плотного картона. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики модели. Все стандартно. Упаковка неплохая. В комплекте мы имеем сам планшет без защитной пленки, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, блок питания на очень скромные 10 Вт, как, к слову, и в модели X8. Вес устройства 503 грамма, а габариты 267 на 167,5 на 8,9 мм с блоком камер. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, потому что впереди черная пятница у нас. 24 числа. У меня, к слову, и стрим будет по этому поводу. Скоро анонсирую, буду смартфоны разыгрывать. Телеграм-канал взаимопомощи. Нас там уже 16 тысяч человек. И мой личный телеграм-канал, где я с вами общаюсь 24/7. Полетели. В продаже доступна только серая расцветка данной модели. Дизайн планшета отличный. Выглядит он стильно. Камера с тыльной части не сильно выступает из корпуса, за что отдельный плюс. Сам корпус выполнен из металла с матовой поверхностью. Материалы тактильно приятные и не марки. Сборка хорошая, но разъем для зарядки USB Type-C с OTG версии 2.0 установлен не по центру нижнего торца. Перфекционистов это будет ой как раздражать. В руках планшет лежит удобно, грани прямые, но они не натирают и не врезаются, даже учитывая его вес и габариты. Печатать в вертикальном положении планшета двумя пальцами можно, но не сказал бы, что это прям удобно. Использовать планшет для просмотра вертикальных роликов удобно, как и использовать планшет для работы с текстами. Далее, на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, один микрофон, который в целом отрабатывает хорошо, а по звуку установлено 6 стереодинамиков. Громкости достаточно, качество звука, как по мне, хорошее, но предустановок звучания нет, как и кастомного эквалайзера. Есть только Honor Histon для наушников. Вибромотора не завезли, как и мини-джека. Далее, планшет оснащен IPS LCD экраном на 11,5 дюймов с разрешением 2000 на 1200 пикселей 2К. Экран поддерживает 1,7 миллиарда цветов. Соотношение экрана к корпусу 86%, цветовая гамма 100% sRGB. Имеется сертификация TUV Rainland с низким синим освещением и сертификация экран без мерцания. Плотность пикселей 203 ppi, скромненько прямо скажем. Максимальная яркость честная 400 нит. При измерении яркости экран выдал 400 люксов. Использование планшета в домашних условиях происходит без проблем. Яркости хватает, плюс удобно его использовать в помещении без освещения на минимальной яркости. Но отмечу, что на улице яркости будет мало. Автоматическая регулировка яркости работает хорошо. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Разумеется, вы ее не везде увидите. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат средний. Экран откликается только на 9 касаний одновременно, что, конечно, странно. Отмечу, что в настройках есть режим защиты зрения, режим электронной книги, настройка цветовой температуры, а для удобного использования завезли многооконный режим с разделением на 2 окна, и плюс можно открыть несколько приложений поверх остальных двух. Но на этом все. Далее, разблокировать экран можно при помощи распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лиц срабатывает стабильно хорошо как в вертикальном, так и в горизонтальном положении планшета. Зарегистрировать биометрические данные можно до 5 лиц, что очень удобно. Но минус за то, что можно зарегистрировать одно и то же лицо несколько раз. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 685 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,8 ГГц. Графический процессор Adreno 610. Интерфейс Magic UI версии 7.1 на базе Android 13 версии. Русский язык на борту, как и Google сервисы, операционная система работает неплохо. За время моего использования сильных подтормаживаний я не встречал. Единственное, планшет отказывается устанавливать программы для тестирования даже с Play Market, а вот игры и остальные программы устанавливаются без проблем. Оперативная память LPDDR4X на выбор 4 ГБ, внутренняя память на 128 ГБ. Расширить память, вставив microSD, нельзя, за что минус. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 серии. Напоминаю, что есть уже 6, 7. Связь ловит планшет стабильно хорошо, и в плане скорости проблем нет. Даже есть модель с поддержкой LTE, но она, разумеется, дороже. Bluetooth версии 5.1 довольно старенький, NFC не поддерживается, GPS-навигация отсутствует. Емкость аккумулятора 7250 мАч. Планшет заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания за 3 часа 30 минут. Если использовать зарядку на 33 Вт, то планшет заряжается за 2 часа. Поедает за час просмотра видео на YouTube
25%, в Wild Rift за час уходит 21% заряда, в Genshin Impact за 1 час уходит 25% заряда, в Asphalt 9 за 1 час 18%, а в PUBG Mobile за 1 час уходит 23%. Играть комфортно, конечно, производительности мало, но в целом играть можно и без проблем, так как яркость планшет не сбрасывает и планшет не перегревается, но вот FPS нестабильный. Расход заряда аккумулятора оптимизирован не столь хорошо, как хотелось бы. Далее, тротлинг-тест проходит стабильно, но с минимальными значениями. 199 гипсов минимум, максимум 218 и в среднем 213 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. Остальные тесты, напоминаю, не устанавливаются. Планшет оснащен одним основным сенсором на 5 мегапикселей и одним фронтальным на 5 мегапикселей. Апертура у этих сенсоров 2.2, максимальное разрешение для видеосъемки с основного сенсора и фронтального 1080p 30 fps. На борту у нас много вспомогательных функций, цифровой зум X8, фронтальный сенсор справляется куда лучше с фото и видеосъемкой, чем основной сенсор, что довольно странно, но как по мне это хорошее решение, так как планшет в основном используется для видеозвонков, но даже при этом качество картинки оставляет желать лучшего. Минусы: нет поддержки фирменного стилуса и клавиатуры, мультитач только на 9 касаний, старый Bluetooth, нет мини-джека, долгое время зарядки, мало оперативной и внутренней памяти, нет возможности просто без заморочек установить некоторые приложения, в основном это приложения с синтетическими тестами. Ну и разумеется нет GPS, нет Vibra, и за версию с LTE они хотят прям очень много, и маленькая плотность пикселей относительно конкурентов. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, и приходите на розыгрыш 24-го. У меня будет день рождения, который они отмечают 40 лет. Резюмирую, Honor Pad X9 в использовании показал себя хорошо, так как основные задачи он выполняет неплохо, ко всему планшет отлично выглядит, имеет качественное звучание, хороший экран, но оперативной памяти мало, как и внутренней за эти деньги, плюс нельзя расширить память, вставив microSD. В целом, разумеется, я бы любой Xiaomi-шный планшет на распродаже бы взял лучше, чем это. Но если вам прям совсем лень, и вы идете либо в соседний магазин, или вы фанат Honor и другие бренды не признаете, почему нет? От меня девайсу максимально скромнейшее да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. И, к слову, для игр есть планшеты Lenovo Y700, притом уже 2 лет. Посмотрите, маленькие, удобные. Еще раз удачи!